Проехали мы на Соболе полгода, ничего не делали, проехали где-то 12 тысяч километров и теперь повылазили кое-какие-то болячки. Значит, сейчас мы пойдем их чинить. Поехали. Значит, заменим мы стекло разбитое, потом у нас получается, что появился какой-то стук, скрежет такой при трогании. Я думаю, что это связано с, возможно, или редуктором, или, может быть, коленвалом, то есть не коленвалом, или карданом. Но это не точно. Вот где-то крепление подшипника. И также у нас что-то с тормозами. Начала немножко проседать педаль тормозов, уходить тормозная жидкость. Сейчас мы все это найдем и устраним. Камеру попробуем записать звук. Тормозуха течет вот отсюда, с бачка самого. Значит, бачок этот поменяю. Но еще я так думаю, что там с колесом тоже что-то. Сейчас посмотрим еще с колесом. Потому что пятна, были пятна, как бы и здесь были пятна, и под колесом пятна. Покажи вот на асфальте пятна. Есть подозрение, что он в сборе, да? Может быть. И что хорошо в этой машине, что можно залезть под нее без проблем. Удобно, высокая. Вот колесо наше, правое заднее. Вот прям на нем видно, что мокрое все. Все мокрое, видимо. Тормозной цилиндр, скорее всего. Сейчас все будем снимать, все будем смотреть. Вот даже покрышка ночью стояла, натекло, даже покрышка мокрая. Здесь у нас получается подшипник, наверное, скорее всего. Вот я думаю, что вот эту опору сейчас надо подтянуть. Масло? Да. Типа с завода один раз залили и все. Типа от замены до замены. В общем, снял я эти болтики, вот, посмотрел. В принципе, резьба тут не сорвана на них, но они такие как бы необычные болтики. Здесь получается резьба такая короткая, это, значит, я их же поставлю назад, но добавлю сюда шайбы для того, чтобы чуть-чуть нарастить, потому что может быть такое, что резьбы не хватает. Вот гайка, он сам болт может чуть растянулся, может там эти поверхности чуть стерлись и может не дожимать его. Да. Тут шланги тормозные порезанные, конечно. Да. Ну, давай поменяем. Ты шутишь? Почему шутишь? А что шутишь? Это безопасность. Такими вещами вообще нельзя играться. Мало того, что можно машину разбить, так еще и пострадать можно. Шлангов сколько? А? Вот я вижу раз. Они не текут, но потресканы. Вот второй-то. Что, да? Ребят, хорошо затянули.
A few moments later. Самое главное мастерам создать атмосферу приятную. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вылез отсюда. Это край. куда? Ну под мост. Так вот под порог поставь. Или под порог. Погоди с той стороны. Здесь вот еще один шланг тормозной обнаружили потресканный. Он не лопнул, но он треснувший. Я думаю, что лучше его заменить. Не ждать, пока он лопнет. Как он снимается, я вообще не знаю. Честно говоря, какая тут система. Что-то они такие, да, не закрученные. Там сколько? 4 их, да? Я у вас сейчас спрашиваю, не вы у меня, я у вас. Вы занимаетесь документами? Вы не ответите на мой вопрос? О, он вообще не шевелится. Вот это ж типа подшипник, да, тут шипочный. Вот это, как его подстучать может немножко. Как-то чуть-чуть разъяснил. Eternity later. Давай вот это попробуем открутить. Давай сгрызнем. Пошло, да? Да, пошло, но это получается, что надо было не снимать. Не откручивать, можно назад закручивать. Вот оно все-таки здесь пошло. Да. Кувалда, вот сила в чем. А что, так можно было, что ли? Нужна была просто хорошая кувалда и сильный удар. Да, видишь, ой, блин, нифига себе. Ого, тяжелый какой.
Цыгане будут ехать, заберут. Да, они на металл заберут, аж бегом. Капец, тут все мокрое. Сними поближе, нам крупным кадром. Тут прям течет ручьем. Да, тормозной, конечно, под замену однозначно. Не, ну колодки, я смотрю, более-менее, я бы скажу. Ну, просто что мокрые. Тут все прямо в этом тормозухе мокрое. На диске, то есть не на диске, на барабане тормозном, такие все в бороздах прям. Я обычно встречал, что эта грань, она плоская. Посмотри, это все. Может, так должно быть? Да нет, конечно. Нет? Такая, это что, выработка такая дичайшая? Слушай, тут ключ какой-то это самое. Для того, чтобы снять трубки тормозные, вот понадобится вот такая приспособа, потому что вот таким ключом обычным не всегда удается ее открутить. Бывает, что там закисли эти гайки, и надо вот одевать такую, потом здесь у нас на 8 как бы такой болтик, закручиваем, зажимаем, и тогда уже можно сорвать. Я не знаю, колодки пока не трогать. Не менять? Да. Ну да, конечно. Может, обойдется. Ты записал этот цилиндр тормозной? Бачок? Или бачок, или цилиндр? Нет. Там в заборе идет 100%. Напиши. Дебил, какой придумал. Там точно ж поднялся все, да? Да, да. А где я там сразу? А он в этом, в кабине, там, в салоне. Колодки же надо снимать по-любому, да? Конечно. Все. Снимаю пружину. Вот это. Все достали. Все складываем сюда. И так же самое с другой стороны. Все, и тут достаем все. Складываем. Может, этот набор еще солдатиков, наверное, взять, знаешь? Да. Такие. Все, достали. Затем мы выводим одну колодку тормозную. Вот так вот. Отводим в сторону. Тут такие пружины.
Все. Снимаем вот вторую пружину. Ручник можно не отключать, да? Он уже отключил. Так. Все. Колодки мы сняли. Значит, теперь нам надо открутить тормозной этот цилиндр от вот этой защиты. Один сорвался. О, и второй пошел. Вот. Это уже большая удача, да? Что, ничего не отломалось? Ну да. Кто не видел там наши видео, посмотрите, как выкрутить болт поломанный. Тоже интересно очень. Вот мы выдернули этот зуб, как говорится, цилиндр, из-за которого весь этот сыр-бор. Значит, сейчас берем список запчастей и едем к дяде Мише. Едем на рынок, непривычно в легковушке ехать, да? Странно как-то. Такая, да, она маленькая, такая посадка такая низкая. Привыкли на Соболе ездить. Это тормозуха, да? Да. Так, шланг. Теперь надо заглушки на вот эти на коробку и на задний мост сливные, заливные вот эти вот шестигранники. Есть такие? Поняли, да? А они там одинаковые или достаточно замечательно, взяли. В общем, взяли все. 750 гривен за все получилось. В общем-то, недорого, нормально. Нас устраивает. Практически, да. Да. Терпимо.